Всем привет, меня зовут Анастасия, агентство недвижимости в Турции Well Homes. Сегодня мы приехали в гости к одному из наших покупателей, Алексея. Но мы не будем сейчас рассказывать, как мы покупали квартиру и так далее. Про недвижимость сегодня нет слова. Сегодня будем разговаривать о том, как Алексей со своим, получается, партнером Кимом открыли свой бизнес в Мерсине. Как они к этому пришли, откуда вообще взялась эта идея и столкнулись ли они с какими-то сложностями при открытии бизнеса. Как раз таки тут нам все расскажет Ким. Он согласился сам дать для нас интервью небольшое. Рассказывайте, как вообще вам пришла эта идея о том, чтобы открыть свой бизнес в Турции, в Мерсине, в том городе, в котором русские еще практически ничего не открывали. Я имею в виду русские, это русскоговорящие. В Мерсине мы, наверное, какое-то время, как и любой там приезжающий, там устаканились, да, вот там буря осела. На это ушло у меня там месяца, наверное, 2, может быть, 3. Леша, у тебя сколько там? С июня я здесь. С июня. Я здесь с конца марта. Вот. Появились какие-то базовые знакомства. Ну и лично для меня было понимание, что здесь очень классная культура кафе, баров, ресторанов. То есть турки завтракают, турки обедают, турки ужинают, турки пьют чай, и это было прям очень здорово. Мы с Лешей познакомились, буквально там с первого дня нашли общий там интерес в бизнесе, решили обсудить, ну и пришли к выводу, что в принципе зачем тянуть. Концепт был такой на бегу составленный примерно. Думали, что это будет либо коктейльный бар, либо это будет файн-дайнинг ресторан. Начали искать помещение. Примерно определили бюджет, который есть. Начали искать под этот бюджет, так как я примерно понимаю стоимость квадратного метра за готовый проект. Было понимание, сколько нам квадратов потребуется. Начали бегать, искать аренду, соответствующую какое-то помещение. Леша справился первоклассно с задачей, он нашел офигенный просто комплекс. Здесь 2 БЦ, классно выглядящих, то есть вообще там нестандартно для Мерсина. Стекляшки, хорошая локация. Это, кстати, такой пункт насчет локации. Все русскоязычные, с кем мы разговаривали, кто здесь достаточно давно живет, считают эту локацию неудачной. Все местные, турки и так далее, считают ее очень удачной, очень выигрышной, потому что в их понимании она новая, она развивающаяся. Собственно, на это мы и смотрели, что здесь нет конкуренции, поэтому у нас относительно локации есть там право на ошибку. Мы прикинули, что у нас там в планах риска это такой важный момент, сколько раз можно совершить ошибку, да, поменять концепт, не угадать с целевой аудиторией, не угадать там с политикой цен и прочие моменты. Вот, поэтому если бы мы открывались в Марине с таким проектом, это стоило бы дороже, нужно было бы сразу там с места в карьер. Здесь же стоимость проекта значительно дешевле, плюс здесь можно спокойно отрабатывать прототип. Мы с Лешей называем это прототип. Какие-то определенные что-то дорабатывать далее. Верно. Конечно, и время у вас на это в принципе есть, но и локация в принципе хорошая. Во-первых, здесь недалеко форум, плюс два получается у вас огромных блока здесь бизнес-центр, также здесь отель у вас рядышком, тоже люди, которые будут знать, они будут приходить сюда, да, и какие-то, возможно, по рекламе еще доработаете. Конкретно здесь в офисах в сумме 160 плюс офисов, среднее количество человек 5, средняя зарплата здесь выше обычной базовой, это где-то 15 тысяч лир плюс. Хорошо, могут себе позволить. Могут себе позволить, заселенность офисов пока где-то 50%, то есть эта башня достаточно заселена, эта башня заселяется, достраивается. Уже вот то зеркальное помещение, повторяющее нас, уже снято в аренду, где-то через 2-3 месяца запускаются. Ребята планируют, насколько я знаю, планируют итальянскую кухню. Они могут делать пасту фреску, хоть и небольшое помещение, что-нибудь с хорошим поваром сделать точно можно. Да. Вот, проанализировали, Леша нашел классное помещение, здесь аренда 14 тысяч лир плюс КДВ получается 17 500. Мы сейчас в дюплексе, здесь в сумме 98 квадратов плюс 123 квадрата терраса.
Это неплохо. очень хорошая Это цена. хорошая цена, Это да. очень хорошая цена. Сразу после нашего запуска цены выросли в 2 раза на аренду здесь. Вы успели. Мы не просто успели, мы стали драйвером для роста этих цен. За 2 дня до открытия здесь были представители торговой палаты, здесь был мэр города, здесь собственниками здания. На примере нашего проекта они показывали перспективы. Соответственно, для них это был такой хороший повод обоснованно поднять цены. Плюс у нас такой теплый разговор с собственником. Мы пообещали, что в течение 3 месяцев мы сможем использовать всю эту площадку для серии мероприятий больших. То есть здесь фонтан, амфитеатр очень красивый. Классно. Вот, мы сейчас Ну да, можно отрабатываем. будет какие-то вечеринки определенные. Не только делать. вечеринки, дневные мероприятия. Почему я говорю, что очень удобно с этой культурой работать, с этим менталитетом. Они очень подвижные, легко подъемные на какие-то мероприятия. Далее, после того, как мы нашли локацию, мы начали определяться с концептом. Здесь в радиусе 150 метров находится школа и мечеть, поэтому здесь запрещен алкоголь. В перспективе есть возможность, легальная возможность под то, что у кого-то из арендаторов уже есть такая лицензия, в перспективе есть возможность ее сюда расширить. Вот. Но мы пока не смотрим, поэтому, в принципе, мы на ходу немножечко концепт подкорректировали под кофе. Провели аналитику по ключевым маркерам, в нашем понимании это наличие больших иностранных игроков типа Starbucks, Caribou Coffee, Gloria Jeans, личные их бренды типа Soulmate и так далее. Пробежались по 3-й волне кофеин, спешлти кофейни, которые имеют свои обжарочные, какие-то большие помещения. Увидели биржу кофе зеленого, то есть сюда приезжает зеленый кофе с разных стран, здесь обжаривается, очень классно экспортируется. Здесь есть представители всех крупных брендов кофемашин, поэтому было понимание, что структура вся абсолютно хорошо подготовлена, значительно лучше подготовлена, чем, допустим, в Беларуси, там, в России. По аналитике Starbucks, ну, по открытой аналитике Starbucks, за период там, с 19 по 22 год Турция входит в топ-3 неамериканских стран по темпам роста и развития. То есть здесь там более сотни точек Starbucks за пару лет открылось. Ну, тут по поводу кофейни, это такой был скептический момент. Все говорят: ребята, вы что, посмотрите, там турки пьют чай. Вот. Мы так прикинули, я говорю: Леш, помнишь, говорю, историю появления кофе? Так вот, кофе исторически появился в Турции, Да. а чай сюда пришел из Китая. Поэтому мы решили взять это за основу, и когда нам турки приходят и говорят: а где чай? Мы говорим: ребят, ваше наследие, оставленное миру, это кофе. Да. Гордитесь этим. И они такие: да, действительно, вот, все. Поэтому И такой все, мы переходим сразу на кофе. подход более-менее найден, поэтому, да, разговаривать с местным становится понятнее, проще. С чем вы столкнулись, когда вы начали все-таки это все юридически оформлять? Начать, наверное, стоит с того, что у нас было первых 2 контакта. Это местные переводчики. Одна женщина, собственно говоря, русскоязычная из стран СНГ, а вторая женщина местная, переводчица. Значит, первая она назначила встречу в кафе возле форума, попросила за услуги $2000 и потребовала угостить ее коктейлем. Вот. А вторая провела встречу уже организованно, конкретно, предметно с адвокатом, который занимается открытием юрлиц у него в офисе, с понятными сроками, с понятными датами, с серией вопросов. Почти была 3-часовая встреча, абсолютно развернутая и толковая. Более профессионально уже, конечно, подошла. И, конечно, уже понимаю, с кем вы начали работать. Да. Сотрудничать. Вот. Собственно, эта женщина показала то, как здесь местные, в принципе, относятся к работе. Да? Есть очень теплый первый контакт, очень развернутый первый сопровождающий момент и некоторая потом отстраненность. Вот тут мы научились слышать до 30 разных вариантов ответа «нет» у турков. У турков есть 30 способов сказать «нет», но всегда это звучит как «да», «попозже», «скоро», «не переживай», «да-да-да», «обязательно» и так далее. Тамам. Это означает, что скорее всего нет. Да. Но прежде чем это освоить, потребовалось там некоторое количество времени понять, что, блин, ты же сказал «да». Не увязывалось в голове. Вот.
Собственно, первый юридический момент – это вот адвокат, который открывал юрлицо. Сколько потратили на юрлицо? На открытие юрлица 5500 лир мы оплатили, плюс какие-то налоги, то есть за документы. Вот, но вот адвокату мы заплатили 5500 за открытие фирмы. Хорошо, а примерно вот плюс-минус там на налоги, госпошлины и так далее, сколько примерно Около плюс-минус? 2000, то есть в общем обошлось около 8, наверное, тысяч обошлось нам открытие фирмы Limited вот на... А по времени сколько это? Долго? Ну, 4 или 5 дней. Да, всего то есть лишь. это- На иностранца. Да. Очень круто. А у вас, получается, было вид на жительство было? У меня икомет по договору аренды, у Леши по ТАПу. по ТАПу. Тут конкретный момент, вы можете, даже являясь иностранным гражданином, без вообще каких-либо местных документов, вы можете открывать здесь юрлицо, получать дивиденды свои, уплачивая налог на прибыль и на дивиденды, но в этом случае, если вы просто полностью иностранец, вы не можете являться директором фирмы. Ага, вы можете, получается... Вот та самая история, где вам партнером потребуется... быть. Да, та самая история, где вам требуется нанять местного турка, это вот она и есть. То есть, если вы просто иностранец, Ага. А если получили вид на жительство, в принципе, открывайте, если вы пожалуйста, получили будьте вид на директором. жительство, вы должны будете еще оформить на себя же рабочую визу, точно так же, как, ну, то есть вы подаете заявку на себя. Ага. Вы владелец бизнеса, и по этому же моменту вы становитесь директором фирмы и запрашиваете на себя либо рабочую визу, либо у вас на основании икомета вы можете стать директором, либо запросить себе рабочую визу. Ага, поняла. Вы регистрируете юрлицо, вы становитесь собственником. Все, вы собственник, вы получаете там дивиденд. Для того, чтобы вы вели деятельность на правах там директора, имели право подписи, либо какие-либо здесь уже дальнейшие юридические и административные процедуры, вы должны получить рабочую визу. Соответственно, вы как собственник на себя же делаете запрос рабочей визы, Сложно? получение. Сейчас вот рассказываю. Значит, для того, чтобы иностранец получил здесь право работать, на одного иностранца должно быть 5 оформленных местных. Либо это должна быть уникальная профессия. То бишь, если вы, к примеру, шеф-повар итальянской кухни с владением там 5 языков и опытом 20 лет, вы, грубо говоря, становитесь уникальным работником. Ну да. Если вы просто шеф-повар со знанием там русского и турецкого, то в первую очередь вы должны будете на Labor Exchange, на бирже труда, подать заявку. Ее должны будут рассмотреть 5 местных, там 5-10 местных. Если они не предложат свои кандидатуры, то тогда может быть рассмотрена вот та кандидатура, которую вы выставляете. Поэтому местные фирмы, когда нанимают иностранцев, они сталкиваются вот с этим моментом в первую очередь. Либо 5 местных должно работать на одного иностранца, На одного иностранца. если это базовая профессия. Если это не базовая профессия, какая-то уникальная, то, пожалуйста, 5 турков не обязательно должно работать. Ага, вот, теперь я поняла. Потому что я говорю, просто никто этого не рассказывает, сколько турков все-таки должно. Все говорят, например, все размыто, но вы к нам обращайтесь, мы вам расскажем. Ну, как бы я хотела бы больше это вот раскрыть, действительно, какая там тайна такая есть за занавесями. Так, ну, в Всё принципе, очень просто. понятно, да. Вот, ну хорошо, все. И вы, получается, вот только пользовались переводчиком при знакомстве с адвокатом. Да. Дальше вам переводчик, в принципе, не нужен был. В принципе, не нужен был, но мы всегда пользовались для перестраховки, для погружения в документы, для понимания всех пунктов. Что, собственно говоря, нас постепенно и привело к пониманию, что у нас вот этот misunderstanding с нашим адвокатом, он то, что говорилось в начале и не зафиксировалось на документах, в его понимании имеет силу, а в нашем понимании не Да. имеет силу. В документе есть сумма за ежемесячное обслуживание, а на словах у него, причем в его личном понимании, есть какая-то другая еще цифра. И вот у нас, собственно говоря, там после первого там, или второго месяца, ну, в начале второго месяца сотрудничества у нас понимается, что нам выставляется странный счет. То есть есть сумма, которая понятная, оговоренная, и есть какая-то сверхсумма. Задается вопрос, что это? Он говорит, вот тогда, много лет назад, мы здесь встречались, разговаривали. Ну, ты же помнишь, ты обещал. Мы говорим, подожди,
обсуждалась вот такая-то цифра. Он говорит, давай вспоминать. И мы начинаем поднимать все переговоры с переводчицей, все переговоры там с дополнительными турками, которые просто приезжали. В общем, потребовалось, я не знаю, какое-то энное количество. Ну, благодаря Леше, конечно, это решилось менее страдальчески, чем если бы я это решил. Потому что Леша все абсолютно там делает скриншоты, копирует все абсолютно. Вот, поэтому он поднял все, я не знаю, до момента знакомства и нашел все доказательные переписки. Что такого не было. Да. Вот. Все равно в итоге адвокат остался при своем мнении, что мы не хорошие, а он хороший. Были попытки с его стороны, с его стороны была прямая угроза. Говорит, вы, конечно, можете мне не заплатить, но я пойду в налоговую и так далее. Я говорю, а что с налоговой? Он говорит, вас будут там судить, вас будут вызывать. И попутно с нами... мы платим налоги. Да, попутно с нами сидел другой тура, который, я говорю, слушай, я говорю, что это? Он говорит, ну вас просто будут дергать постоянно. Я говорю, да и бог с ним. Вот. Но Леша у нас принципиально сказал, нет, я, говорит, задавлю. Вот, и задавил. Вопрос решили, да, но совет это все фиксировать на бумаге. Все. То есть для турков то, что ты читаешь договор, это странно. И мне прямо сказали, что ни один человек еще не читал договор. Я читаю основные пункты, и нужно быть готовым ко всему, поэтому лучше вы пропишите какими-то отдельными фразами, сколько вы должны заплатить, какие услуги вам предоставляют, тогда это все будет на бумаге, и тогда вопросов Ну да, дополнительных завтра вопросов никаких возникнет, не будет. да. В любом случае нужно быть готовым отстаивать свою позицию, потому что также в переписке мы разговаривали, например, о юридическом адресе, нам его выслали, но он оказался неправильным. В конце концов, когда мы показали, что вот ваш адрес неправильный, да, который вы выслали, это не было каким-то основанием, чтобы человек извинился, сказал, да, я неправильно вам выслал, все равно оказалось, что мы не правы. Все равно мы не правы. Нашлось там 1000 отговорок, что просто нечаянно написал все, что можно, но мы оказались неправы. Ну вот, кстати, тоже такой момент интересный по поводу того, как это там внешне выглядит, и по поводу там местных помогаек, русских переводчиков и прочее. Значит, адвокат, с которым мы заключили первые отношения, там, регистрацию юрлица, и вот помогайка первый бегал, офис, все круто, прилично и так далее. Адвокат, на которого мы переключились, значит, такой 40 плюс лет мужичок, такой, значит, серьги в ушах, такой рокер, сигареты, сел такой, yes, да, ага, нормально, все, да, я понял, хорошо, нет, не понял, ну ладно, хорошо. Внутренний есть стрём, потому что только что сидели в офисе у человека, который там на нескольких языках говорит, с переводчиком, там, с компьютерами, с помогайками и так далее, и он завалил все, да, и тут же сидит просто вот, ну, условно, за столом сидит, курит такой, и типа, ты точно справишься? Он, точно. И, блин, справляется. И вот как дифференцировать, наверное, на этапе там вот первого года жизни в Мерсине не могу сказать наверняка, как дифференцировать, пока идем вот по ощущениям, страхуясь наперед. Вот. А по поводу нанимать переводчиков и прочее, привожу пример. Я нанимал турецкого адвоката уже по своему вопросу, там, по оформлению ВНЖ. Заплатил там $300 за то, чтобы человек пошел со мной в Геч и так далее. И какие-то там делал отстаивание моих интересов перед Гечем, чтобы я действительно там легально получил значит, свой ВНЖ. Выглядело это примерно следующим образом. Мы собрали вот такую вот кипу документов. Парень со мной зашел. Мне вот этот самый парень-адвокат. Мы зашли, он эту, значит, кипу документов кладет этому инспектору, начинает что-то говорить, а там молодой парень, адвокат. Мужчина, который принимал, старший, он такой, аф. Молодой парень такой, ну вот бумажечка, он, ну вот бумажечка, он, опять. И все, и тот такой раз, все, замер. И я такой сижу, понимаю, что, чувак, $300, они улетели.
Мне дают отворот, мне дают красный, значит, мне дают ред по моему документу, мне нужно делать гириш-чикиш, этот визаран. Я выезжаю, возвращаюсь, и я нахожу знакомую, которая, ну, во-первых, тоже из Казахстана, а в Беларуси мы с ней познакомились в моих предыдущих проектах, она мне пишет, она здесь живет уже там лет 6, пишет: Ким, так и так, давай к нам в Анкару приезжай, сейчас все сделаем. Я думаю, ну окей, хорошо, приезжаю в Анкару, отправляю документы заранее. Теперь, внимание, это стоило 350 лир. Ага. Значит, я приезжаю к дядьке, у него магазин одежды, я захожу в какой-то ТЦ, такой, ну, странненький ТЦ, захожу в магазин одежды, то есть там эти олимпийки какие-то, вот, ну, кофточки неаккуратно сложенные, подхожу к этому дядьке, у него стол, дядька феноменальный, розовая папка, все подколото, все аккуратненько сшито, там фотография, все просто идеально, вот, супер. Он такой передает, эта девочка со мной идет в Геч, там дядя на входе такой, типа, аф, она ему, аф, он, ну, окей, понял, такой, типа, я все понял. Она проходит вместе со мной, в Геч нельзя заходить кому-то, кроме того, кто оформляет документы. То есть ее не пускают, она говорит, слышишь, ну, все, пустили. Значит, она отстаивает со мной, мы заходим, даем документы, там парень сидит такой, говорит, блин, они, говорит, идеально собраны, а там подкололи все дела сотрудников, которые у нас есть, оформлены на работу, там, с сигортами, все документы регистрации юрлица, аренда по помещению, там какая-то текущая деятельность, все, вот все в папочке. Ну и вы, получается, открыли все-таки долгожданную. Мы-то открыли быстрее, мы просто перешли потом в итоге с первого адвоката на второго, ну не адвоката, а бухгалтер, аккаунтер. Этот бухгалтер ведет внешнюю деятельность, то есть он только там сдает отчеты по налогам и прочее. У нас также возник логичный вопрос, а кто занимается внутренней бухгалтерией? Здесь такой должности, как внутренний бухгалтер, вообще нет. Там бухгалтер, там калькулятор, допустим, который ведет, там те карточки составляет, расчет делает по продуктам там входящим, исходящим и так далее. Просто такого нет. Это все делает, ну, сами. типа просто менеджер и все. Да. Здесь нет должности директор, здесь нет должности бухгалтер. Там, вот. У нас бухгалтер, да, только для отчетности в налоговую. Вот все, пожалуйста, вот был приход, вот был расход, все, до свидания, все. Да. Следить, сколько реально денег заработано, это... Ну, Добро пожаловать в прекрасную Турцию. Бурасы Туркия, да. Нам бухгалтер сказал, говорит, такой, говорит, ну типа, так посчитай, сколько у тебя денег в кармане. То есть никакого планирования, никакого там бизнес-плана, это для них что-то заоблачное. Вот. А для нас мы все делаем как нужно. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с первым бухгалтером, чаще всего вы услышите, что оплата в месяц там 2000 лир, 3000 лир, и оно кажется смешными деньгами, думаешь, класс вообще. Но на самом деле нет, не так. Это просто бухгалтер, который там раз в месяц просто сдаст какой-то отчет. Так вот для него, типа 2000 лир в месяц за раз там коммуникации, ну ок. И они такие аккаунтеры внешние, они ведут сразу там 10, 15, 20 фирм. Ну, короче, наверное, тезисно здесь стоит подвести такую линию там и пойти дальше. Типа, берете бухгалтера, вы должны понимать, что 90% работы вам придется самостоятельно освоить, выучить и там безошибочно просто там вот в кого-то перекинуть в аутсорс. Это не получится, это не про местных бухгалтеров. Погрузиться самостоятельно придется. Вот. Ну, также важный момент, что бухгалтера тут есть, они специализируются на каком-то виде деятельности. Например, если один на внешнеэкономической, может быть, торговле, то он не до конца понимает все нормы, законы, например, ресторанного бизнеса. Мы нашли вот такого человека, у которого есть клиенты, в том числе из ресторанного бизнеса, и он уже знает, как можно сделать правильно, вовремя и без лишних каких-то вопросов. Понятно. Ну и все по юридической части. Найм сотрудников, какие-то внутренние вопросы, там типа закупка, стройка и прочее. То есть, когда вы строитесь, да, вы либо все кладете на затраты, да, то есть вам нужно как-то отражать средства поступившие, насчет как-то это закупать. Здесь есть, как и везде, покупка за наличные, есть покупка за безнал. Безнал плюс КДВ плюс 18%. Да. Оно вам потом кладется на налоги, возвращается. Здесь есть простой понятный налог 18%. И есть сигорта на сотрудников, то есть вы нанимаете сотрудника, вы оплачиваете за него страховку, там 200 лир, это там чуть больше $100. Помимо его зарплаты. Помимо его зарплаты обязательно, это
считается в том числе в пенсионный фонд. То есть за эту страховку сотрудник получает бесплатное медицинское обследование на себя, на своих близких родственников. Ну, типа, это вот такой вот социальный момент от бизнеса к государству. Для того, чтобы нанимать сотрудников и не бегать там по столбам, вешать объявления, есть Labor Exchange, есть Labor of этих, короче, есть биржа труда, есть биржа труда и есть биржа этих беженцев, вот, сирийцы. Сирийцев вы берете бесплатно, их оплачивает государство. Государство оплачивает их зарплату, то есть они на вас работают бесплатно. На бирже труда вы там размещаете, берете сотрудника и тоже какую-то часть там за страховку тоже платит государство. То есть вы фактически как бизнес помогаете государству, и вы таким образом распределяете вот эту вот нагрузку. То есть государство берет на себя обязательства за всех своих граждан. По договору о беженцах они имеют обязательства, то есть они получают дотации за беженцев, и, соответственно, они должны здесь этих беженцев предоставить им работу и так далее. Да. Вот, соответственно, вы можете нанять на базовые какие-то работы, там, принеси, подай, может что-то более высокопрофильное. Грубо говоря. Да, склады и прочее, все вот эти работы вы можете нанимать с биржи труда, либо с биржи беженцев. Да. Вы как юрлицо, вы там регистрируетесь, то же самое, как едовлет и так далее. То есть такой шаг в сторону тоже для зрителей. Здесь очень много поставлено там в интернете, несмотря на то, что очень много в интернете отсутствует. То есть нет привычных для нас сервисов, но при этом есть очень крутые сервисы там государственного плана. Едовлет, там все ведется. Ваша медицинская карта, ваши оплаты ЖКХ услуг и так далее, так далее. Так, собственно, вот типа такого сайта биржа труда, вы как фирма там регистрируетесь и размещаете себя конкретное там объявление. У вас бешеное количество просмотров и звонков начинается. Супер. Просто, вам придется теперь уже просто их отбирать. Да. Супер, все. Значит, тогда будем искать себе там. Меня очень приятно удивила работа с банками. То есть открытие банковского счета. Это заняло буквально час времени. На фирму мы пришли, подали заявку, нам открыли в любой валюте. Мы открывали в турецких лирах, долларах и евро, открыли, скачали приложение, в котором ты оперативно можешь делать любые платежи с корпоративного счета. Да, у нас, значит, сейчас в планах развития это запуск своего продукта в ритейл. Мы запускаем свой кофе, свою обжарку. Это, значит, идет в офисы, в хорику также. По развитию самого кафе направлению будет, как называется, кофе-поинты, киоски. Поэтому, наверное, через там какое-то время сможем снова встретиться и обсудить уже, как франшизная юридическая история здесь строится. Да. Вот, как, было бы тоже полезно. Такие моменты. С чем вы будете сталкиваться в дальнейшем? У нас, значит, сейчас в планах встреча с местным производителем кофемашин, Archilink фирма, и создание контракта, где мы являемся, там, грубо говоря, либо дистрибьюторами, либо покупателями, продавцами. То есть мы будем сейчас контрактные моменты рассматривать. Наша задача там в офисе поставлять кофемашину и под нее поставлять зерно. Ну да. Вот, соответственно, покупать со старта не хочется, но есть конкретный производитель, завод, да, через которого мы становимся масштабирующим моментом. Поэтому, то есть мы сейчас эти все договорные моменты будем обсуждать, смотреть так, чтобы это было выгодно под наш бизнес с меньшими затратами и на рост. Ну, молодцы, планы, да, действительно у вас, как говорится, на будущее. Не так, что вот я открыл кофейню и буду тут сидеть. Мы планируем, что за год работы мы здесь там минимум 2 больших откроем, пару киосков. Кстати, вы, да, очень быстро, считаю, вы приехали у нас в марте, конец марта, да. В июне. Я в июне. Сегодня ноябрь, вы уже адаптировались, уже осели. В августе мы начали заниматься этим. Открытие фирмы, ремонт и
открытия уже кафе занял у нас 3,5 Три с месяца. половиной, да, месяца. Ну, очень быстро относительно. Скажите, от себя лично, на своем уже примере, вы уже там какую-то часть нашего бизнеса на себе прочувствовали, как это все делается. Стоит ли нашим покупателям, там, ну, даже не покупателям, стоит ли вообще людям, которые хотят приехать, получается, в Турцию, здесь что-то все-таки планировать? Там, открывать бизнес или еще что-то? Если вы здесь приезжаете в надежде найти какую-то работу таксистом, либо на заводе, то вы ее не найдете. Вам нужно заранее продумать то, чем вы хотите заниматься, свое любимое дело, и здесь его начать. Да, самое главное — это любить действительно свое дело и то, чем ты занимаешься. И в это верить. Да? А И что-то если, делать, да. если вы едете в Турцию и не знаете, куда распределить ваши средства, Goodmood – надежная инвестиция. Да, ну вот и все. Я думаю, что на этом как бы мы можем попрощаться. Я уверена в том, что пример именно Алексея и Кима для вас был очень хорошим, и вы понимаете, что да, действительно в Турции можно строить бизнес. Всем пока-пока. Спасибо, Алексей. Спасибо, Ким, за то, что вы поделились с нами вашим опытом. Вам спасибо. Всем пока-пока. Görüşürüz.